Всем привет! Недавно я анонсировала, что на моем канале появится несколько видео о работе пресс-службы. Мы окажемся по ту сторону журналистики и поговорим о людях, которые как раз помогают коммуницировать с журналистами. И сегодня мы обсудим одно из направлений, это пресс-конференции. И, возможно, эти советы помогут вам комфортно проходить пресс-конференции, если вдруг вам придется эту пресс-конференцию давать, или же если вы начнете работать в пресс-службе, будете пресс-секретарем, особенно если вы будете пресс-секретарем какого-то политика, и вы сможете помочь ему подготовиться к пресс-конференции и пройти это страшное, устрашающее событие успешно. Первое, о чем я хотела бы сказать, это то, что не стоит воспринимать пресс-конференции и подходы к прессе как какое-то страшное событие. Я понимаю, что во многих фильмах прессу демонизируют и показывают как какую-то массу людей, которые не умеют друг с другом коммуницировать, разговаривать, они вообще не могут даже ровно стоять друг с другом, они дерутся за места, бросаются микрофонами, но в реальности работа журналиста выглядит гораздо организованнее, и в наших же интересах друг друга уважать и относиться друг к другу с уважением и с пониманием, потому что так мы получим качественней материал. Поэтому обычно пресс-конференции даже какого-то яркого и шумного события выглядят довольно организованно. Более того, есть люди, которые как раз занимаются проведением организации пресс-конференций. Обычно это пресс-секретари, и часто эти люди знакомы с журналистами, и они в нормальных отношениях с этими людьми. Да, вопросы могут звучать тяжелые, неприятные, но все равно это всегда чаще всего корректное и нормальное событие. Поэтому если вам предстоит пресс-конференция, или вы понимаете, что вы будете готовить кого-то к пресс-конференции или к выходу к прессе, то нужно сразу обозначить, что если вы не совершили какое-то преступление, то журналисты не будут на вас набрасываться и вряд ли будут себя вести некорректно. Да, бывает все, но я знаю, что у многих есть какой-то страх перед публичными выступлениями как раз из-за боязни журналистов и ошибочного мнения о том, что они не умеют себя вести корректно. Но на самом деле сразу же хочу успокоить вас и сказать, что часто журналистам от вас нужна информация. Первый и важный момент, который я хотела бы выделить, это то, что вам изначально не нужно быть агрессивно настроенным к журналисту. Именно поэтому я долго говорила до этого, что чаще всего журналистам от вас нужна только информация, и они не собираются вас никак подставлять или забрасывать какими-то неудобными вопросами. Поэтому на пресс-конференцию нужно приходить в нормальном настроении и не думать, что вас окружают враги, которые пытаются вас подставить и подвести каким-то образом. Второе — это запоминать имена журналистов. Журналисты на пресс-конференциях всегда представляются перед тем, как задать вопрос. Отмечайте себе это имя, и когда будете отвечать на этот вопрос, обязательно поблагодарите журналиста за этот вопрос. Спасибо, Анна, хороший вопрос. И дальше по тексту. Обычно это очень приятно. Ну и, конечно же, не делайте замечания журналистам, не вступайте с ними ни в какие конфликты, потому что вы проиграете эту войну. Когда я готовилась к этому выпуску, я перечитала советы от нескольких медиаэкспертов, и многие из них говорили, что во время выступлений и пресс-конференций, когда вам задают вопрос, а вы не знаете ответ на этот вопрос, ни в коем случае нельзя говорить, что я не знаю или я не в теме. И я не совсем согласна с этим советом, потому что есть разные ситуации, и политики, которые на пресс-конференциях говорили, что вы знаете, я еще не посвящен в этот вопрос, или я не знаю эту ситуацию детально, но после вашего вопроса я обязательно разберусь, или позвольте мне уточнить детали у своих коллег или у своих подчиненных, и я дам вам комментарий, или позвольте мне, я еще не успела ознакомиться с этой информацией, я ее изучу, и мы обязательно это с вами обсудим. Это очень человечный, нормальный и честный ответ, и обычно это вызывает больше доверия к человеку, чем если видно, что он не понимает, видно, что он не знает, как ответить, и начинает лить воду. Нужно понимать, что журналисты тоже не дурачки, они прекрасно понимают, когда вы начинаете развозить вот эту всю историю и заниматься болтологией. Друзья, если вас пришли замочить, и журналистам
даже не знаю, насколько корректно называть этих людей журналистами, поставили такую задачу, то что бы вы ни отвечали, и как хорошо вы бы не знали все цифры и все ответы, вас все равно подставят. А если журналист просто заинтересован в том, чтобы взять от вас максимальное количество информации, то он не будет заниматься нарезкой ваших неудачных цитат. Еще один момент, который я заметила в советах от других медиаэкспертов по поводу пресс-конференций и вообще в целом интервью. Вот один эксперт сказал, если вы скажете, что расскажете какой-то интересный момент, а потом обозначите, что это не для печати, то журналисты обязательно этот момент возьмут и выдадут. И здесь я тоже не до конца согласна, потому что я была и по одну сторону, и работая журналистом, и была по другую сторону, работая пресс-секретарем разных политиков. И, в принципе, какого масштаба бы журналисты не были, и насколько бы важно для них не было получить и вырвать суперэксклюзив, с ними можно, в принципе, договориться, если нормально им объяснить, почему та или иная фраза не должна быть в материале. То же самое было и со мной, как с журналистом, когда меня просили, когда что-то проговаривали во время записи интервью, не в прямом эфире, конечно, и говорили: ой, извините, эту информацию пока выдавать нельзя. Когда мне объясняли, что мы, к примеру, будем презентовать этот проект только через неделю, а я уже рассказала вам много лишней информации, которая пока не должна быть в прессе или среди людей, потому что мы хотим заявить об этом через неделю. Пожалуйста, не выдавайте пока это, потому что для нас важно там через неделю эту информацию, этот проект показать впервые. Это абсолютно нормально. Ну или иногда бывают ситуации гораздо серьезнее, когда та или иная информация может сорвать какую-то спецоперацию или повлиять на какие-то важные события. И тут написано, если вы скажете, как человек, который дает интервью, не выдавайте, то это обязательно попадет в текст. Ну, я не знаю, наверняка есть такие журналисты, которые возьмут и назло это все поставят, но, как показывает практика, журналисты человечнее, чем вам кажется. Но это не значит, что вы должны расслабляться во время интервью, говорить все, что вам нельзя, а потом половину интервью вырезать. Конечно, ни в коем случае. Я просто вот этими рассказами пытаюсь немного уровень тревожности перед журналистами, перед публичными выступлениями понизить и успокоить. Но в целом это не значит, что вы не должны контролировать то, что вы говорите. Если во время пресс-конференции или вашего интервью все-таки произошло то, чего вы так боялись, и на вас набрасывается журналист и наезжает журналист, не стоит вести себя так же, как он. Лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, лучшее для себя, что вы можете сделать в этой ситуации, это корректно и сдержанно дослушать всю эту истерику журналиста и повторить тот тезис, который важен для вас. Но с пониманием, с фразами «да, я вас понимаю, конечно, это возмутительно, но…» и проговорить тот тезис, с которым вы пришли на эту пресс-конференцию и который в этом вопросе важен для вас. Но ни в коем случае не начинайте спорить с журналистами. Еще раз повторю, вы точно не выиграете это состязание. И есть еще, конечно, такой момент, как сказать комплимент человеку, который на вас набрасывается. Это туда же, в тот же столбик к тому моменту, чтобы запомнить имя. А если еще и запомните имя и скажете комплимент, то, вероятнее, градус и накал событий будет чуть меньше. Ну и очень важно показать себя таким же человеком, как и люди, которые с вами в зале, показать, что вы также переживаете по этому вопросу, сказать, что вы также заинтересованы в том, чтобы этот вопрос решить, и что вот вы вместе теперь, зная об этой проблеме, или вот вы все вместе теперь будете это все решать. Ну, с конфликтами, в принципе, понятно. Главное правило — это не вестись на провокации, не вестись на этот конфликт, держаться выше, держаться уверенней, спокойней. И, в принципе, это самый-самый адекватный и простой вариант выхода из конфликтной ситуации. Если вас застали врасплох, и вам все-таки нужно уходить от неудобного вопроса, и вы понимаете, что это единственный вариант, и что вы не можете честно как-то ответить, или не можете сейчас ответить, или не можете просто отказаться от ответа,
Есть несколько вариантов, как можно немного эту тему отвести. Это, например, рассказать какую-то историю из жизни и переключиться и сказать: да-да, я понимаю, у меня было то же самое, и рассказать там что-то, что у вас происходило и связано с этой темой, либо переключиться, опять же, на какие-то свои тезисы, и там есть фразы такие устойчивые для пресс-конференции, как «я бы хотел начать с», «позвольте мне ответить на прошлый вопрос», или «позвольте мне вернуться к этой теме», или «здесь важно напомнить о том, что», «позвольте вспомнить», и миллионы формулировок, которые помогут вам правильно вступить в ответ на этот вопрос. Но не забывайте, что журналисты тоже прекрасно знают все эти приемы, и они, скорее всего, будут понимать, что вы начинаете увиливать, или вы не уверены, или вы не знаете, как ответить на вопрос. Поэтому лучшее, что вам может помочь в этой ситуации, это опыт. Поэтому выходите, говорите, не бойтесь, общайтесь с прессой, комментируйте какие-то комфортные для себя темы, но чем больше вы будете общаться, чем больше вы будете выходить к прессе, тем проще вам будут даваться пресс-конференции. Здесь есть несколько советов, которые я вынесла напоследок от других медиаэкспертов о том, что не нужно держать сенсацию на конец пресс-конференции, а нужно выдавать ее в самом начале. Не знаю, я не до конца согласна с этим, но все-таки нужно смотреть, какая тема, какая сенсация. Мне все-таки нравится, когда есть полноценное развитие истории, и не в начале пресс-конференции выдается все самое главное, но это не значит, что нужно затягивать. И еще один супер важный момент — это пресс-релизы и то, в каком формате вы их подаете. Я, конечно, за время своей работы насмотрелась на много разных пресс-релизов, и обычно пресс-релиз вызывает насмешку у журналиста, когда нам его предлагают или нам его раздавали. Но это был просто перевод бумаги, потому что кроме огромного количества воды никакой полезной информации в пресс-релизах не было. Но иногда попадались классные пресс-релизы, и когда уже появилась возможность самостоятельно их создавать, я пользовалась теми примерами, которые в свое время мне помогали создавать материалы. Что может быть в хорошем пресс-релизе? Это, конечно же, все имена, должности и короткая информация о выступающих, которая, в смысле, не их биография, а информация, которую можно использовать и связать с темой пресс-конференции. Короткое что, где и когда. Обязательно короткое обозначение, какая тема, на что она повлияет или к чему она приведет, что за проект, и какие-то основные тезисы, связанные с этим проектом. Ну и, конечно же, верх профессионализма — это если там будут все полезные цифры и факты, которые помогут из этого сделать классный материал. Ваша задача как пресс-секретаря, который создает пресс-релиз, или просто человека, который создает пресс-релиз, не написать материал, а уместить в этот релиз максимум информации, которая поможет потом написать хороший материал журналистам, которым не придется потом вам еще перезванивать по 100 раз и спрашивать и уточнять миллион моментов, потому что они все будут указаны в вашем пресс-релизе. Так что желаю вам удачи, уверена, что у вас все получится. Спасибо, что со мной. Счастливо!